Я всем сердцем приветствую вас, дорогие светящиеся души. Этот вебинар, да и скорее всего последующие тоже, будут проходить в непривычном для нас формате. То есть не в прямом эфире, а в записи. Дело в том, что буквально за месяц мои вибрации стали значительно выше. Поэтому мне пришло время закрыться и проходить свои более глубокие процессы трансформации. Но вознесение продолжается, и мы с вами идем дальше. Теперь все послания, а также световые коды от высших световых цивилизаций будут передаваться вам дозированно, через мой голос. Все волны вибраций и энергетические потоки будут аккумулированы в записи. А это значит, что эффект от медитации на перепрограммирование подсознания останется на самом высоком божественном уровне. И в этом вы сможете убедиться сами, сразу после прохождения сегодняшней медитации на деактивацию программы разрушения. В процессе вознесения все постоянно меняется, и нам нужно учиться жить в потоке, мгновенно перестраиваться и принимать условия, соответствующие этим переменам. Пришло время нам с вами глубже раскрывать свои способности, учиться тоньше чувствовать энергетические потоки, а также присутствие ангелов и мастеров света, которые приходят по своей милости во время наших с вами встреч. Вся наша с вами совместная работа направлена на очищение сознания от устаревших программ уже ушедшего мира. Это не гипнотическая сессия и не медитация в общепринятом понимании. У нас с вами идет тонкая энергетическая работа под руководством высших сил. Можно эту работу назвать энергетической операцией по перепрограммированию подсознания с последующим выходом на уровень сверхсознания. Когда мы активируем новые программы, высвобождается большое количество энергии, и этим энергетическим импульсом передается новая информация каждой клетке тела и ДНК. Так со временем полностью меняется наша генетика и запускается процесс преображения в духе. И вот пришло время деактивировать программу разрушения и активировать программу созидания. Программа разрушения в основном передается человеку генетически или остается на тонком плане ума, еще из прошлых воплощений. Затем во время рождения она вступает в силу на биологическом уровне. Также программа разрушения может активироваться в течение нашей жизни, в момент проживания чувства вины и обиды, глубинного непринятия себя. Программа разрушения толкает человека на неосознанные действия, которые впоследствии разрушают его здоровье, карьеру, отношения и так далее. Подсознание – это наша карта памяти, которая формирует наше мышление и действительность. Для того, чтобы стать человеком целостным и успешным, программа разрушения должна быть стерта из нашего подсознания. Вместо программы разрушения нам нужно активировать программу созидания. А это так важно в нашем процессе вознесения. Чтобы жить в новом мире, нужно выйти на уровень сверхсознания, сознания Бога-человека, и только созидать. Программа созидания – это программа, помогающая нам во всех наших духовных творениях. Такая программа поможет не только помочь нам в каком-либо деле, но и полностью изменить нашу жизнь к лучшему, сделав ее осознанной и счастливой. Изначально программа созидания
была заложена в Творцом в ДНК человека. Но человек сам стал разрушителем своей жизни. Он перестал слушать свою душу, своего внутреннего наставника, и оказался в эмоциональной ловушке. А эмоции создали программу разрушения. Такая негативная программа разрушает жизнь не только ее носителя, но и жизнь близких людей, да и планеты Земля в целом. Пора, дорогие, нам всем пробуждаться, вспоминать свою истинную природу, открывать сердца и проявлять свою любовь. Пришло время творить, любить и созидать. На этом сеансе нас поддержат представители артурианской группы. Давайте поприветствуем этих мастеров света. Включив свое внутреннее восприятие, вы можете вибрационно почувствовать их присутствие. А сейчас предлагаю перейти к световому сеансу на деактивацию программы разрушения. Но прежде чем мы начнем, внутренне выразите намерение стереть в подсознании программу разрушения. Попросите свой дух, своего ангела-проводника помочь вам в этом. Итак, расположитесь поудобнее. Закройте глаза. Закрыв свои глаза, вы автоматически отключаете мыслительные действия. Все проекции, воображение, все это отключается. Вы полностью отключаетесь от ментального, психологического и физического действия. Вы пришли к месту великого покоя. Вам не нужно обращать внимание на телесные функции. В процессе работы сознания тело само примет максимально удобное для себя положение и полностью расслабится. Также не пытайтесь контролировать дыхание
оно само найдет лучший для вас ритм. Просто позвольте всему происходить. Только наблюдение и ощущения, переходящие в состояние осознанности. Сейчас отпустите все рамки и ограничения в своем сознании. Это залог вашей глубокой трансформации. Сосредоточьтесь на настоящем моменте. Вы здесь и сейчас. И только это важно. И вот вы видите, как перед вашим внутренним взором предстает сияющая, яркая фигура из света. Это ваш ангел-хранитель. Он же и проводник в другие миры. Ангел проявился, чтобы сопровождать вас в этом увлекательном путешествии между мирами и измерениями. Поприветствуйте своего ангела. Почувствуйте его присутствие. Ощутите его нежную, ангельскую любовь, которую он питает к вам.
вы чувствуете себя рядом с ним уверенно и в полной безопасности. А сейчас, вместе с ангелом, вы мгновенно перемещаетесь в пространстве и оказываетесь на лазурном побережье океана. Ощутите под своими стопами мягкий теплый песок. Почувствуйте нежное прикосновение легкого ветерка. Который несет к вам таинственные ароматы из бескрайних просторов необычного океана. Эти удивительные ароматы пробуждают в вас жажду познания, намерение быть участником удивительных событий, вы в состоянии предчувствия внутренних глобальных перемен. Посмотрите на чистое небо. Раскройте ему свои объятия. И вберите в себя всю глубину его пространства. Станьте едины с этим измерением. Солнце спускается на спокойную гладь океана, окрашивая его своим золотистым сиянием. Золотистый оттенок океана завораживает вас.
Он бесконечен, как сама вечность. Его дыхание подобно дыханию космоса. Глубина океана притягивает вас подобно тому, как притягивает к себе глубина вечного сияющего духа. Запомните эти ощущения. Вы смотрите на океан. Он величественен и спокоен. Наблюдая за этой глубиной и невозмутимостью, вы сами постепенно входите в свое естественное состояние покоя и умиротворения. Внутренне вы готовы идти дальше. И вдруг вы замечаете, как прямо перед вами, на золотой глади океана, появляется бутылка с запиской внутри. В этой записке зафиксированы коды программы разрушения. Не открывайте бутылку и ничего не читайте. Просто возьмите ее с собой. А теперь ангел просит вас следовать за ним в алмазную пещеру. Но прежде чем войти в алмазную пещеру, сияющий ангел-проводник
ведет вас принять омовение в чистейших водах водопада этого измерения. Поток водопада изливается в большую аметистовую чашу. Вода в чаше выглядит по-неземному прозрачной. Она сверкает в золотых лучах ласкового солнца. Вы снимаете с себя одежду и погружаетесь в аметистовую чашу с сияющей водой. Вода настолько легкая, что вы ее почти не чувствуете. Она словно шелковая ткань обтекает вас, унося при этом все, что вас ограничивает и мешает. Вы наполняетесь прекрасной свежестью. С наслаждением вы целиком погружаетесь в этот чудодейственный источник. Никогда прежде вы не ощущали такой восхитительной свежести и одновременно такого потока жизненной силы и энергии. В этой воде происходит обновление всех ваших клеток. Идет глубинное очищение и исцеление всего вашего тела. После омовения вы выходите из аметистовой чаши и с удивлением осознаете,
что ваше тело сухое. Это измерение наполнено волшебством. Оно вне времени. Здесь все происходит мгновенно. Надев одежду, вы направляетесь к пещере, в которой произойдет трансформация вашего сознания. Итак, вы у входа в алмазную пещеру. Алмаз по своей структуре напоминает кристалл, поэтому он впитал в себя всю силу этого измерения. Почувствуйте мощную энергетику этого места. Ангел-проводник открывает вход в пещеру. Вслед за ангелом вы входите в алмазную пещеру. И попадаете в фантастический зал. Мерцающий и сверкающий, будто освещенный невидимым светом. Вы восхищены этой чудесной красотой. В центре зала небольшая алмазная колонна, и на ней стоит золотая чаша. В чаше горит привычный вам проявленный огонь. Вы подходите к чаше с огнем. Достаете из бутылки записку и бросаете ее в огонь. Записка мгновенно сгорает, а вместе с ней и программа разрушения.
Понаблюдайте немного за своими новыми ощущениями. Что вы чувствуете в этот момент? Переживите это состояние как можно глубже. Запомните его. А сейчас пора активировать новую программу. Ваш ангел-проводник протягивает вам перо и белоснежный лист бумаги. Возьмите перо и напишите всего одно слово. Созидание. Теперь сверните лист бумаги и поместите его в бутылку. Мысленно скажите себе эти слова. Энергетическим импульсом своего намерения. Я передаю информацию каждой клеточке своего тела, каждой молекуле ДНК, о своем новом состоянии сознания. Почувствуйте эти вибрации. Послушайте свои ощущения. Переживите их как можно глубже. Полностью войдите в свое новое состояние. Пусть новая программа созидания вступает в силу.
А сейчас вы направляетесь к выходу из алмазной пещеры. Выйдя из пещеры, ангел закрывает ее и запечатывает. Мгновенно вы вновь оказываетесь на берегу океана. Отдайте океану бутылку с запиской. Пусть он хранит ее в глубине своих вод. Поблагодарите это волшебное место за проделанную работу. Поблагодарите своего ангела-проводника. Ангел благословляет вас и растворяется в пространстве безвременья. В состоянии благодарности и внутреннего восторга вы возвращаетесь обратно. Выступаете вдоль берега. Безбрежного океана. По мягкому теплому песку. Постепенно все картинки растворяются. Ментальные ощущения гармонизируются с телесными. Почувствуйте свое тело.
Медленно пошевелите ногами, затем руками. Сделайте плавный глубокий вдох и плавный медленный выдох. Потянитесь и открывайте глаза. Сейчас понемногу возвращайтесь из путешествия по волшебным местам высших измерений. Только что ваш ангел-проводник провел вас сразу через 3 измерения. И если вы были внимательны к своим ощущениям, то наверняка вы почувствовали разницу в вибрационных волнах в каждом из измерений. Из предыдущих наших встреч вам уже известно, что миров и измерений во Вселенной огромное количество. Они наслаиваются один на другой. И только что в энергиях высших измерений и запредельных миров вы прошли мягкое и в то же время глубокое очищение сознания от негативной программы разрушения, а также энергетическим импульсом с помощью высвободившейся внутренней энергии передана информация каждой клеточке тела и ДНК о новом состоянии сознания. Арктурианской группой света передано вам пошаговое задание на предстоящий месяц. Первая неделя адаптационная. Просто отдыхайте. Позвольте телу и сознанию привыкнуть к новой программе созидания. В повторном прохождении медитации нет необходимости. Но если вы чувствуете внутреннюю потребность вновь войти в высшие измерения и пережить новое для себя состояние, в таком случае повторите сеанс через 3 дня. Вторую неделю проведите в самосозерцании, в наблюдении за происходящими в вас переменами. Будьте внимательны к себе. Возможно, у вас внезапно появится, например, потребность в очищении организма. Или вам захочется убрать из своего рациона какие-то продукты питания, заняться физическими упражнениями, закаливанием, плаванием и так далее. Слушайте себя и обязательно, чтобы лучше запомнить,
Записывайте свои новые потребности и просто знайте, что в вашем сознании вступила в силу активированная программа созидания. Третья неделя. Внедрение новых привычек. Все, что вы записали, старайтесь в течение этой недели превратить в здоровую привычку. То есть постепенно начинайте делать то, в чем появляется потребность. Четвертая неделя. Просто продолжайте действовать и привыкать к себе обновленным. Замечайте, как вы перестраиваетесь и уже живете с новыми привычками. Так в течение месяца вы полностью вытесните устаревшие привычки и полностью проявите программу созидания, не только внутренне, но и внешне. А сейчас давайте поблагодарим представителей планеты Арктур за огромный вклад в наше преображение. Поблагодарите своего ангела-проводника. Поблагодарите свой дух, подлинных себя, за проделанную работу. А я желаю вам всех благ, мои дорогие друзья, и самых глубоких трансформаций на пути преображения в духе. С любовью к каждому из вас, ваш проводник самим себе, Юрий Вознесенский и ваша любящая семья Света. Элла Мори Теридас, что означает благословение всем мирам.